20 сентября 1977 года. 3 утра. С авиабазы Бодо в Северной Норвегии в небо поднялся самолет радиоэлектронной разведки «Авакс». Летчики ВВС НАТО заступили на дежурство. В ходе рутинной патрульной миссии воздушной границы с Советским Союзом они стали свидетелями невероятного явления. Внимание пилотов привлекло яркое свечение над территорией Карелии. Летчики сразу смогли определить – это не атмосферное явление. Но тогда что? В небе над Советским Союзом повисло огромное оранжевое облако. В следующее мгновение яркая вспышка ослепила экипаж. 20 сентября. Доклад летчиков об увиденном сразу передали в распоряжение спецслужб. На утро западные дипломатические ведомства буквально атаковали МИД СССР запросами о случившемся. От Советского Союза требовали объяснений, обвиняя в испытаниях нового мощного оружия. Но Москва хранила молчание. На тот момент ни военные, ни спецслужбы сами не обладали информацией о том, что же произошло ночью 20 сентября в небе над Карелией. В распоряжении программы «Тайны мира» оказались материалы расследования из архивов Министерства обороны. На этой папке долгое время стоял гриф «Совершенно секретно». Эти фотографии были сделаны советскими военными ночью 20 сентября 1977 года в Петрозаводске. На них отчетливо виден сигарообразный летательный аппарат. Объект окружен светящимся силовым полем. По словам очевидцев, странный предмет на некоторое время завис над городом, а потом исчез, оставив после себя сильнейшую световую вспышку. Город залил яркий свет. Стало светло, как днем. В секретном отчете военного ведомства сообщается о том, что около 4 утра в небе над городом вспыхнула огромная звезда. От нее исходил яркий красный свет. Летательный аппарат медленно двигался над Петрозаводском, посылая дождь из тончайших световых струй. На утро многие жители Петрозаводска обнаружили в окнах своих квартир ровные круглые отверстия. Это хорошо видно на фотографиях из военного архива. Расследовать произошедшее прибыли сотрудники специального отдела Министерства обороны. На следующий день в советских газетах вышла заметка о том, что ночью 20 сентября жители Петрозаводска стали свидетелями запуска искусственного спутника Земли «Метеор-2». Газетная утка была лишь первой частью плана. В Министерстве обороны началась напряженная работа. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев требовал вразумительного объяснения произошедшему. Неопознанные летательные объекты наблюдались и ранее, но этот случай был уникален. Очевидцами НЛО стали десятки тысяч жителей Карелии одновременно. Специальная комиссия Министерства обороны вернулась из Петрозаводска. Отчет лег лично на стол генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Брежнев внимательно рассмотрел принесенные фотографии, сделанные очевидцами. На десятках снимков было запечатлено то, что видели жители Карелии.
Летательный аппарат необычной формы. Генеральный секретарь был поражен увиденным. Он распорядился создать специальную группу. В нее вошли как ученые из Академии наук, так и сотрудники Министерства обороны. Цель была сформулирована предельно четко – вплотную заняться аномальными явлениями, подобными тому, что наблюдали советские граждане в небе над Петрозаводском. Во все войска было направлено распоряжение. В каждой воинской части был назначен ответственный офицер. В его обязанности входил сбор информации об НЛО. В случае обнаружения неопознанных объектов или любых других явлений, выходивших за рамки обыденного, бойцы части должны были немедленно рапортовать своему начальству. Менее чем за год специально созданный комитет Министерства обороны буквально завалили многочисленными свидетельствами об НЛО. Тысячи военнослужащих по всей стране вели эти наблюдения. Полученная информация тщательно анализировалась. Некоторые очевидцы утверждали, что они пытались выйти на прямой контакт с пришельцами. Но не всегда попытки военных наладить контакт заканчивались так безобидно. Нередки были случаи, когда НЛО в ответ применял сверхмощное оружие. Во избежание подобных инцидентов в Министерстве обороны разработали специальную инструкцию на случай встречи с НЛО. Что можно и что нельзя делать. Какие меры безопасности принимать в чрезвычайной ситуации с участием пришельцев. Сам факт существования подобной инструкции уже означал то, что советское правительство признало существование НЛО. Аномальные явления НЛО, в виде, проявляющиеся в виде НЛО, они действительно реально существуют в природе. И в связи с этим был сделан вывод, что на будущие годы, там, на десятилетия, эту работу необходимо продолжать. Полковник Александр Плаксин сейчас ведущий специалист Министерства обороны по проблемам аномальных аэрокосмических явлений. В 1979 году ему, выпускнику военной академии имени Феликса Дзержинского, предложили принять участие в создании сверхсекретной программы под кодовым названием «Сетка». Планировали заарканить, поймать вот этот объект или это явление, и поэтому был придуман такой шифр «Сетка». На создание секретного проекта правительство выделило колоссальную по тем временам сумму – 40 миллионов рублей. Это годовой оборот завода «АвтоВАЗ» в 1978 году. В дальнейшем финансирование увеличат еще в 6 раз. Такие средства тратились на исследование НЛО не просто так. Советское правительство преследовало конкретную цель – заполучить технологии пришельцев. Для этих целей советские военные предприняли несколько попыток перехвата НЛО. На военных аэродромах всегда стояли самолеты, готовые взлететь по первой тревоге. Истребители были оборудованы специальной сверхчувствительной аппаратурой для слежения и захвата цели. Но на поверку выяснилось, даже самые современные сверхзвуковые истребители не способны соперничать с летательными аппаратами пришельцев. По свидетельству очевидцев, НЛО были способны на долгое время зависать в воздухе, мгновенно ускоряться почти до скорости света и даже внезапно исчезать. Но с еще более загадочным свойством НЛО столкнулись советские летчики, попытавшиеся к ним приблизиться. Многим опытным асам это могло стоить жизни. Согласно статистике, именно летчики сталкиваются с НЛО чаще всех.
Благодаря их наблюдениям, сделанным в советское время, военным удалось систематизировать разновидности инопланетных кораблей. Разные по форме или цвету, НЛО объединяет одно общее свойство. Оказываясь от них на близком расстоянии, самолеты попадают в аномальную зону, в которой с земной техникой начинают происходить необъяснимые вещи. Нередко такие встречи оборачивались трагедией для летчиков. То есть на них оказывалось воздействие как на самолетчика, так и, допустим, на аппаратуру, стоящую на борту. В основном это гирокомпас, там связь, допустим, и даже случай выключения двигателей в полете. Военный летчик, подполковник запаса Александр Копейкин столкнулся с этим явлением во время выполнения тренировочного полета над Краснодарским краем. На высоте более 6000 метров у самолета внезапно остановились двигатели. Затем выключилась вся бортовая аппаратура. Самолет начал падать. И в этот момент Александр увидел, как мимо пронесся странный объект. Он был размером около 30 метров. Представьте себе, огромная такая сигарообразной формы, оранжевого цвета. Каким-то чудом Александру Копейкину удалось снова запустить двигатели и посадить самолет на летное поле. Позже, осматривая машину, он столкнулся с необъяснимым явлением. Бортовой самописец, так называемый «черный ящик», был выключен. Но как? Военные утверждают, отключить самописец невозможно. Пытались это объяснить, что это было, возможно, разумным каким-то действием. Каким образом? Она никогда не отключается. Она даже когда фиксируется в момент аварии. Какие-то параметры полета. С какой невиданной силой мог столкнуться самолет летчика Александра Копейкина? Для самого пилота ответ на этот вопрос очевиден. Виной всему стал неопознанный летающий объект. Вначале белого она была, потом, значит, оранжевого и красное, дымящееся такое пламя. Меня больше всего удивило то, что это пламя заворачивалось и летело вместе с объектом. То есть не отлетало, как вот, допустим, реактивный двигатель и тому прочее, а вместе с ним летело. В 1979 году подполковнику Александру Копейкину, так же, как и полковнику Александру Плаксину, предложили место в секретном проекте «Сетка». На тот момент он проходил службу в Борисоглебском аэроузле в Воронежской области. Это место считалось у летчиков аномальным. По их утверждению, НЛО здесь бывало особенно часто. И, что было поразительно, в месяц 5-6 случаев там наблюдений было. В обязанности Александра Копейкина входило наблюдение за аномальными явлениями в небе, а также организация перехвата НЛО. Подполковнику несколько раз удавалось приблизиться к странным объектам. И всякий раз он замечал, что НЛО будто окружено мощным силовым полем. Чем меньше было расстояние до объекта, тем более странные и необъяснимые вещи начинали происходить и с техникой, и с самим пилотом. Позже ученым удалось установить природу этого явления. Было доказано, что при возникновении таких явлений в основном присутствует плазма. Либо явления сами плазменный характер, либо они защищены плазменной оболочкой. По предположениям ученых, именно плазменная защита позволяет НЛО совершать такие немыслимые с точки зрения законов современной физики маневры. Подполковник Александр Копейкин не раз наблюдал этот феномен в действии. На высоте порядка 12 тысяч метров в нашу сторону, ну вот в сторону вот этой аномальной зоны, идет в район Новохоперска.
со скоростью, по-моему, около 20 тысяч километров в час. Можете представить такую скорость? 20 тысяч километров в час. Это космическая скорость. В следующее мгновение загадочный объект резко сбросил скорость и начал снижаться. Произошло это, по утверждению летчика, всего за 9 секунд. Ну вот представьте, 20 тысяч километров в час, и потом остановился на месте. Ну какой технический объект наш может земной так себя вести? Остановился, потом исчез.